Дорогие друзья, рад всех приветствовать. У нас в разгаре завоевание пустоши. Это такое регулярное событие, проходит оно пару раз в год. Что оно все представляет? Это событие очень похоже на «Зенит», на ТЦ, как хотите называйте. В общем, суть примерно та же самая. Немножко другие масштабы, больше количество участников. В общем, сейчас покажу, как все это выглядит. Что нужно для начала здесь знать? Значит, на события могут попадать штабы от 26 уровня и выше. На первые два. На третий, на битву чемпиона, можно попасть, имея штаб 30 уровня и выше. Значит, если вы не претендуете на лидерские позиции, то вам просто достаточно накопить большое количество ускорения лечения, чтобы там что-то себе получить. Суть какая? Вы попадаете на событие, убиваетесь об турельку либо об ТЦ, но чаще всего об турельку, зарабатываете очки на павших и зарабатываете очки, если можете, на убийствах. Главная цель у нас захватить военные здания. Ну, мы этой цели вряд ли добьемся, но вот себя покалечим и немножко потрепаем кого-нибудь еще. За убийство и запавших мы получаем заслуги, которые можем потом потратить в магазине заслуг и обменять на что-нибудь ценное. Вот. Награды, нам не светят. Всякие титулы, должности, награды правителя и пиры устраивают нам те, кто побеждает в этих соревнованиях. Вот, мы будем здесь зарабатывать заслуги для магазина, а потом после битвы будем участвовать в пирах. Вот, пир — это классная штука, халява, там много-много всяких плюшек. Вот, значит, лидеры регионов, там первый топ-10, по-моему, так в описании написано, они голосуют за то, в какое время проводить события. Составляется расписание. Расписание выглядит в таком виде. Вот сейчас уже прошла первая часть битвы, и уже тут у нас некие лидеры определились. Но суть такая. Вот расписание, ваше время, дата выделена желтым цветом. Вы можете найти свой регион и узнать, что, например, там с 4 до 6 будет проходить событие. На событие попасть нужно в этот диапазон времени. Видите, 2,5 часа практически идет событие. И для того, чтобы на него попасть, нужно купить билет. Билет продается в сумке в алмазном магазине. Вот раздел «Разные». Билеты у нас 3. Первые 2 билета — это на первые 2 события, там, где 26 ШК+. Третий билет можно не покупать за алмазики, его можно купить будет за заслуги в самом магазине заслуг уже на событии. И, в принципе, сразу билеты можно не покупать, можно прямо непосредственно перед входом в событие купили, зашли. Потому что сейчас купите, не зашли, и будет у нас валяться, алмазы потратили, забыли. В общем, вот, когда надо, тогда и купили. Вот, покупаем билет, заходим и участвуем. Значит, вот у нас появляется такой глобус, в него можно зайти. Он как появляется, он все время у нас, но в него теперь можно зайти. Здесь вот такая графическая схема. Значит, все регионы у нас разбиты на плацдармы. Регионы участвуют только те, которые старше 90 дней. Вот, и так как у нас в графике там было расписано, регионы разбиты на плацдармы. Вот здесь мы видим уже 5 штук отучаствовали у нас первый день. Сегодня вторник. Значит, битвы у нас проходят по вторникам, средам и четвергам. Все, причем и первого дивизиона, и второго дивизиона. Значит, когда все первые битвы пройдут, у нас потом будет укрупнение. То есть вот эти лидеры, которые здесь организовались, будут биться за более высокую награду, за крепость. И потом из всех
Победитель будет определяться в последней битве, значит, самый верховный правитель у нас. Кто займет верховную крепость. Ну и видите, как здесь те, кто побеждают, они становятся... Вот их штабы здесь видны как лидерские для конкретного плацдарма. Ну и потом они будут подниматься вот в крепость, тоже будут так же выглядеть. Вот. Давайте посмотрим, как само событие выглядит. Сейчас я его снимал отдельно. Конечно, подготовиться к этому сложно, проходит оно в не очень удобное время. Итак, после начала события у нас появляется вход на завоевание пустоши. Вот мы пытаемся пройти. Вот и здесь, как видите, так, вернемся немножко назад. Как видите, сразу попасть нельзя, и причем здесь, способ получения это вот билет на войну. Вот, кстати, я не нажал перейти, может он сразу и перешел бы туда. Ну, в общем, я знаю, куда идти. Идем в сумку, покупаем билетик, тратим 5000 алмазиков, берем билет. На билете на самом написано, ну и будете знать, что он позволяет зайти на событие и выходить, заходить. В общем, в течение события можно несколько раз зайти, выйти, используя этот один билет. Вот такой у нас магазин заслуг. Заслуги у нас дают за убийство, за павших и за удержание. Вот, ну, основные у нас будут это квест павших. И есть еще вот особый квест. Здесь вот у нас убивается Т10+. Вот. И можно заработать здесь еще вот 100 тысяч заслуг дополнительно. Вот если у вас Т12, то и вы убиваетесь до упора, то вы еще можете поучаствовать сразу в заслугах на Т12+. Ну и причем здесь, если вы сразу убиваете Т12, то, по-моему, закрывается сразу оба квеста особых. Вот у меня Т12 нет, поэтому проверить не могу, но, по-моему, так. Вот. Так, ну и магазин заслуг у нас, что здесь? Есть ящики с оружием, отрядные чипы, ну и всякие там штуки, типа модификаторы, промики и все такое прочее. В принципе, как обычный магазин. Чипы здесь, трубы, ускорение. Ну, давайте поехали. Зайдем в события, переходим. Вот, ну и выглядит этот регион, это по сути карта региона, точно так же, как и в обычном регионе. По центру у нас стоит техноцентр, турели, и вот такая каша-мала, здесь все яркие, красивые стоят на черной земле. Вот. На черную землю не рекомендую вам вставать, вас уничтожат практически сразу. Вот, и вылетите с события. Вот такой у нас барьер. Сейчас тут прогрузится. Значит, встаем за барьером. За барьером щит не нужен. Да, в принципе, здесь щит не нужен. На зеленый атаковать нельзя. Находим своих. Перейти по ссылке здесь нельзя, только вбить координаты. Вот, поэтому, если вы где-то здесь организуетесь, то передавайте координаты, забивайте их и идете, все вместе встаете, потому что, ну, так будет лучше организовываться в группы. Вот. Встаем, запускаем группу, либо присоединяемся к группе, либо можно соло отправлять атаки, убиваться. Это не так важно. В группе просто у вас чуть больше шансов нанести побольше урона и заработать очки за убийство. Включаем все усиления, мегамарши, первую помощь. Вот, все, что нам сокращает потери и увеличивает нашу мощь. Вот. Убиваемся. Ну, первый смело отправляем в бой целый отряд. Ну, и здесь все зависит от того, сколько у вас на самом деле есть ускорялок для лечения. Вот, чтобы не лезть там в общее ускорение, конечно, копите ускорение лечения.
заодно. Так, ну, запускаем на 3 минуты. Первую битву я пойду с супер атакой. Посильнее ударим. Может быть, сразу какие-то очки за убийство наберем. Вот, супер атака дает всем, кто будет присоединяться в группе, мои усиления. Ну, усиление заводящего. Поэтому зовем, если заводите стрелками, зовете стрелков. Ну и так далее. В общем, если вы супер атаку заводите, то зовите профильных юнитов к себе в группу. Так, ну и поехали. Сейчас я немножко промотаю. Вот поехала у нас первая группа. Сейчас доедем, убьемся, посмотрим, сколько очков нам дадут. Ну и заодно я вам расскажу, как они начисляются, очки, и сколько, в принципе, надо убиться. Ну, убиваться может, конечно, до упора, просто сколько у вас хватит, насколько у вас хватит ускорений. Вот, разведать вот этих ребят тоже нельзя, ударить их нельзя. Если вы находитесь за барьером, за вот этим светящимся, то еще все подглючивает. Пока 10 раз нажмешь, он 10 раз вот потом сообщение выскочит, а сразу не выскакивает. Вот, вот мы тут шествуем. Сейчас им всем какой-нибудь смайлик отправим. Ну или не отправим. Пока будем опять какие-то. Вот мы уже ударили, ничего мы не отправили. В общем, беда. Так, нельзя вот за барьером, видите, он говорит, нельзя за барьером разведывать. Да, еще такая штука. Вот здесь пока все глючит, иногда нет возможности присоединиться к группе. Ее просто не видно. Чтобы вам все-таки зайти в группу, если вам там пишут присоединяйтесь, нужно заходить через Альянс. Заходите в Альянс, находите Альянс, битвы, и вот здесь группа создается, и вот так можно ее найти. Иногда вот этого значка, как обычно, его просто не видно из-за того, что все подглючивает. Вот, ну и, значит, мы заходим в лазарет региона, смотрим, сколько у нас тут понаубивалось. Я лечу сразу, чтобы не забыть. В принципе, лазарет будет доступен даже после окончания событий, еще 10 минут, поэтому всегда можно успеть. Вот на Т11 мне надо 7 дней лечения. Вот, вылечились и все дела. Значит, если вы лечитесь, то, соответственно, у вас погибших совсем не будет. Вот такие заслуги мы получили. Квест за убийство, за павших юнитов. Вот, ну и идем до 2 миллионов. Давайте сейчас я промотаю. Ну, пока мотаю, вот еще покажу вам, кто обычно сидит в техноцентре, чтобы вам просто иметь представление, есть ли у вас вообще шансы там посидеть. Ну, вот такие ребята там сидят, вполне себе жирные. Если у вас в Альянсе есть кто-нибудь крепкий, и вы можете попробовать их выбить, попробуйте. В общем, там первая заслуга, насколько я помню, сейчас посмотрим. Не посмотрим. Ну, в общем, первая заслуга за захват и удержание, там 30 секунд. Вот если вы 30 секунд задержитесь, уже какие-то очки получите. Ну, как показала практика, сейчас мы убьемся еще раз. В общем, 5 раз я сходил, 2 миллиона юнитов я перемолол, вылечил. И сейчас посмотрим, сколько мы там заслуг получили. В общем, по итогу вот у меня 590 тысяч заслуг. Их не хватает, но магазин у нас сквозной через все события, то есть он будет один на протяжении всего
всего этого ивента. Ивент длится у нас... Ивент у нас длится до... Ну, в общем... Сколько тут? Тут неделя... С 07.10 по 09.06. Ну, вот это 2 месяца. В общем, в течение 2 месяцев этот магазин будет доступен. Поэтому сразу там можно не закупаться. Подумайте, посидите, что вам нужно. Вот. Ну и заслуги за все 3 события, они складываются. Вот. Поэтому можно там накопить сколько нужно и потом купить там ящики всякие. Вот. И все, что вам здесь приглянется. Тут всякие отрядные чипы. Так, теперь по поводу схемы убийства. Сейчас, секунду, табличку откроем. Так, ну вот такую табличку я нарисовал. В общем, здесь видно, что начиная с Т8 до Т12, кстати, по Т13 надо будет добавить, у меня нету информации. Лечение здесь у меня представлено в таком, ну, в условном виде. Ну и смысл какой? Вот если мы возьмем любой тир, например, Т11, мне проще с ними, я на них все время бьюсь. Чтобы мне добиться до вот 300 тысяч, например, заслуг, мне надо убить 1 миллион. Дальше, вот начиная с 230 тысяч, как видно здесь, да, шаг по убийствам идет по 200 тысяч за следующий уровень заслуг. Потому что там шкала, она, в общем, шаговая. Вы не можете взять там и где-то посерединке заслуги забрать. Там надо добиться до следующего шага, собственно, как и на ТЦ. Вот. И здесь каждый следующий шаг, он все шире и шире. Вот после 200 тысяч начинается по 200 тысяч юнитов. Ну и, соответственно, если у вас там Т8, то здесь, видите, разница уже 500 тысяч за каждый шаг надо убить. Ну и после 350 тысяч там уже вот на Т8 целый 1 миллион. Вот, а на Т11 400 тысяч. Ну и 300 тысяч на Т12. Вот, ну и исходя из этого, собственно, вот сколько вам убиться, там нужно определенное количество лечилок. Я вот добиваюсь до... Первый раз я бью 400 тысяч и сразу выхожу на уровень 230, а дальше добиваю Т10 до 2 миллионов. Ну и забираю там как раз этот эксклюзивный квест на павших 2 миллиона. Вот. У нас, ребята, в Альянсе там есть кто просто до упора убивается. Ну, не знаю, есть ли в этом смысл. Ну, может быть, есть там побольше плюшек забрать. Вот если у вас лечилок много накопилось, то, в принципе, имеет смысл их просто преобразовать в заслуги. Вот. Так что шаг здесь, как видите, 20, 20, 20. Потом идет 40, 40, 40. Потом 200, 200, 200. Ну и потом вот дальше 380 я просто не знаю, у меня нет статистики. Ну, там, наверное, идут тоже вот так по 400, ну или там по миллиону для Т8. То есть 30 тысяч заслуг после 350 набрать, это нужно целый 1 миллион еще убить. Если вы здесь 350 за 3 миллиона получили, то за следующий 1 миллион павших вы получите только 30 тысяч. Вот и считайте себе. Ну, в принципе, здесь в игре все так. До какого-то предела вы идете вроде нормально, а потом начинаются какие-то бешеные расходы. Вот такая табличка. Значит, она есть в боте, в принципе, можете туда зайти посмотреть. Вот, ну, если какие-то остались вопросы, не стесняйтесь, задавайте в комментариях. Вот, обсудим. Вот, ну и на этом все. Спасибо, что смотрели. Ну и до новых встреч. Пока-пока.